Сегодня мы продолжим историю человека, который превратил хаос Франции в империю. В первой части мы увидели его взлет от молодого генерала до императора, коронованного в Нотр-Дам. Но чем выше вершина, тем страшнее падение. Это история о том, как величайшая армия Европы пошла в Испанию, в Россию, к Ватерлоо, и как имя Наполеона пережило самого Бонапарта. 1810 год. Французская империя кажется непобедимой. Братья Наполеона сидят на тронах, указы пишутся по-французски, на гербах сияют золотые пчелы. Сам он уверен, что построил вечный порядок, но любой механизм изнашивается. Первая трещина появилась там, где он меньше всего ее ждал – в Испании. В 1808 году он сверг династию Бурбонов и посадил на испанский трон брата Жозефа. На бумаге все было просто, но власть измеряется не указами, а реальной силой. 2 мая в Мадриде вспыхивает восстание. На улицах гибнут французские патрули. Начинается партизанская война, в которой врага не видно днем и ночью. Испанцы бьют малыми силами, а англичане под командованием Веллингтона вмешиваются и забирают города один за другим. Французы выигрывают сражение, но медленно проигрывают войну. Испания становится кровоточащей раной империи. Чтобы ее перекрыть, Наполеон обращает взгляд на восток, в Россию. В 1812 году через Неман переправляется Великая армия, 600 тысяч солдат. Это не только войско, но и целая цивилизация. Обозы, повара, писари, кузнецы. Наполеон рассчитывает на короткую кампанию. Но русские отступают и сжигают города. Каждый день армия теряет лошадей, провиант и людей. В Бородинской битве французы ломают позиции, но русская армия остается в строю. Москва встречает их пустыми улицами. Ночью город вспыхивает. Наполеон ждал мира, а нашел лишь огонь и холод. Чем дольше он стоит в Москве, тем быстрее тает армия. Отступление превращается в катастрофу. На Березине французам удается переправа, но из 600 тысяч домой возвращаются лишь жалкие остатки. Европа чувствует слабость и готовит удар. Весной 1813 года Наполеон еще раз доказывает свой талант. При Люцене и Бауцене он бьет союзников так же, как в молодости. Но Европа больше не та. Австрия присоединяется к врагам. В октябре под Лейпцигом сходятся более полумиллиона солдат. Битва народов длится 3 дня. Саксонцы переходят на сторону противника прямо на поле боя. Армия отступает, но уже не как сила, а как тень. В 1814 году Наполеон сражается во Франции. 6-дневная кампания в Шампане – вершина его военного гения. Небольшими силами он громит корпусы союзников один за другим, но численность решает. Союзники идут прямо на Париж. Столица сдается, Сенат лишает его власти. Наполеон отрекается. Его отправляют на остров Эльба. История думает, что это конец. Но это только пауза. Через год он возвращается. Его поход из Эльбы до Парижа войдет в историю как «полет орла». Солдаты, присланные арестовать его, переходят на его сторону. В Тюильри он снова император. Европа в ужасе. Он решает нанести удар первым. Под Линьи он бьет пруссаков, но не добивает. Под Катер-Бра британцы удерживаются. План трещит. 18 июня 1815 года под Ватерлоо идет дождь. Земля пропитана водой. Артиллерия теряет силу. Утром колонны идут в атаку, но вязнут. Кавалерия маршала Нея бросается слишком рано. Английские квадраты стоят. На горизонте появляется прусская армия. Наполеон бросает в бой имперскую гвардию, свой последний резерв. Но на этот раз даже она не выдерживает. Гвардия отступает. Империя рушится. Наполеон сдается англичанам. Его отправляют далеко в океан, на остров Святой Елены. Там он диктует мемуары, создает новый образ не узурпатора, а законодателя Европы. В 1821 году он умирает в изгнании, но его имя остается. Кодекс Наполеона лежит в основе законов многих стран. Его лицеи и система образования пережили его самого. Его метрическая система стала языком измерений для всего мира. Его армейские реформы изучают до сих пор. Он доказал:
Харизма может построить империю, и харизма же ее разрушает. Он проиграл битвы, но выиграл вечность в учебниках. Что если бы под Ватерлоо дождь кончился на час раньше? Что если бы при Бородине он получил второй день боя? Что если бы Испания не стала смертельной язвой? Мы этого не узнаем, но знаем другое. Идеи сильнее людей. Спасибо, что были со мной до конца этой истории. Поддержите ролик лайком и подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски. А в комментариях напишите, смог бы Наполеон удержать империю, если бы не вторгся в Россию? Ваше мнение может стать частью следующего ролика.